Книга 12. Тао. Путь Вознесения. Эра Махавишну. 60 тысяч, 74 тысячи человеческих лет назад. 50 тысяч лет назад, когда Сириус А и Б сделали выбор возноситься, сириусианские ученые предпочли добавить к ограниченной расе рабов, которую они отобрали на Землю, родословные великих мастеров. Это совершалось в целях улаживания кармы с Плеядами. Плеяды воевали с Сириусом Б по той причине, что сириусианские гуманоиды оказались не в состоянии доставить и выплатить им обещанное золото. Война с Плеядами разрушила ледяные щиты Сириуса Б, что вызвало ее модификацию в голубую планету, подобную Земле. По время исчисления Земли, все это произошло примерно 150 тысяч лет назад. В качестве ответного действия сириусианское руководство предложило выведенных ими рабов, чтобы эти рабы в течение 25 тысяч лет пребывания на Земле добывали золото для плеядианцев в вашей Солнечной системе, и тем самым уладили их долг. Все это решалось не только без позволения человечества, но и осведомленности Земли. Однако, стоявшие в тайном управлении Землей беззаконные души согласились на это, ибо это было их желанием для весьма сознательной человеческой формы, чтобы через них впоследствии прийти на Землю в качестве ложных богов. Плеяды согласились, однако потребовали у Сириуса обеспечить форму управления, чтобы гарантировать, что золото будет добыто и доставлено, как обещали. Тогда сириусианское руководство решило создать управляющий класс людей, которые наблюдали бы за разворачиваемым на Земле проектом. Сириусианские ученые взяли 6 женщин из расы рабов с большими бедрами и оплодотворили их спермой от родословных великих мастеров Сириуса. Представители родословных великих мастеров имеют большие вытянутые черепа, а уровень сознания и обладание информацией многократно выше гуманоидной формы среднего сириусианца. 6 матерей и 6 их детей, которые в человеческой истории символизируются египетской богиней Зида, или богиней Маат, мать, были взяты в лаборатории Сириуса, где дети были рождены и воспитывались специальными преподавателями, дарующими особую природу своей генетике. 6 матерей или Зид никогда больше не возвращались назад на Землю. Они умерли болезненной смертью вследствие зависти собственного племени, возникавшей из-за их видимого доминирующего положения, дающего им роль рождающих более сознательную форму человека. Записи ясно показывают, что каждая из 6 матерей была разрушена бессознательной жестокостью собственного племени и умерла через несколько лет после родов каждого ребенка. Каждый может желать исследовать собственную карму, что касается выше приведенной информации. Многие женщины, в частности, страдают от проблем с маткой или репродуктивной системой, что в свою очередь связано с кармой смерти Изиды. Первых 6 великих мастеров, обладавших 36 единицами ДНК, рожденных и воспитанных в лабораториях Сириуса соответствующим образом, возвратили на Землю при достижении 25-летнего возраста, и сразу отобрали им партнерш, подобных их матерям. Великие мастера воспитывали своих детей до 25-летнего возраста, или старше. 48 детей великих мастеров подобным же образом брали себе в жены, или мужья из народных масс рабов, производя дополнительное потомство. Некоторые же сочетались браком друг с другом, производя великих мастеров по линии родословной великих мастеров. Каждый из них в течение 8 лет ежегодно давал новое потомство, в сумме приводящее к 48 великим мастерам, плюс 6 первоначальных. Цель этого состояла в том, чтобы заякорить на Земле необходимые элементы управления человеческим видом. Управление, которое хранило бы определенные духовные принципы и обеспечивало уровень понимания и обучения, недоступный первоначально посеянному красному народу человечества, тем, кто имел у себя только 15 тысяч единиц ДНК. Подобное водительство
путем использования менее сознательной гуманоидной формы, также должно было следить за разработкой золотых месторождений. Более или менее люди, предназначенные для тяжелого труда, должны были бы вынуждены работать в ужасающих условиях в целях оплаты долга Плеядам. Увы, ничего подобного никогда не разворачивалось. Обещанные Плеядам красные племена не собирались участвовать в добыче золотых ресурсов для Плеяд. Плеяды обманулись в своих ожиданиях получить обещанное золото. Прошло 10 тысяч лет, и плеядианское руководство, в конце концов, приняло решение послать группу, которая вела бы надзор за добычей золота на Земле. На Землю отправили династию Аннанук. Вот как Аннануки прибыли на Землю. 48 клонов великих мастеров были выращены из ДНК сириусианской духовной элиты. Однако, часть их генетической информации была урезана, оставляя клонированных мастеров с 36 тысячами единиц ДНК, в то время как правящая духовная элита Сириуса имела в третьем измерении 128 тысяч единиц. Данное обстоятельство позволяло появление многих брешей и дыр в поле и форме клонированных мастеров, которых спустя время перебазировали на Землю. В промежутке времени, от прибытия и до уничтожения великих мастеров на Землю, вознесение людей красной отобранной расы было обычным для красного человечества Земли. Это продолжалось с момента прибытия на Землю великих мастеров и до момента их смерти. Великим мастерам древности была дана привилегия возноситься, а не прекращать существование или умирать в конце своего периода жизни. ДНК великих мастеров формировала специальную структуру, нервную систему, извилины мозга в 3 раза длиннее, нежели в современной человеческой форме, утраченной в человеческой истории Земли. Часто правление такого существа могло длиться многие сотни лет или более, и с его завершением работа передавалась следующему по происхождению, а великий мастер мог завершать свое вознесение несколько десятилетий. При завершении физического вознесения, форма принимала полупрозрачное состояние, полуэфирную форму, и душа и форма становились одним, позволяя форме переходить в 5-е измерение и передвигаться в эфирных реальностях вместе с душой. Все 48 великих мастеров умерли внезапно и мучительной смертью, приблизительно находясь в возрасте 800 лет. Со временем процесс вознесения был также утрачен вместе со всеми генетическими архивами, делающими такой процесс невозможным на физическом плане. Каждый из 48 великих мастеров, которые умерли, оставили после себя потомство, которое позже пыталось вознестись, и известны как Махавишну, древние египетские боги или древние фараоны, но не те фараоны, о которых знает ваша история. Можно думать о Махавишну как о египетских фараонах, сохранивших в себе достаточно много генетического материала от древних великих мастеров, чтобы иметь большую голову. Существовавшие в Древнем Египте мифы и легенды о богах специфическим образом повествовали о событиях и фараонах еще более древних времен, времен эпохи Махавишну. Поэтому египетские фараоны, подразумеваемые здесь, являются теми самыми египетскими богами, которым поклонялись в Древнем Египте, и не имеют отношения к фараонам, о которых говорится в вашей истории. Можно думать о Махавишну как о египетских фараонах, сохранивших в себе достаточно много генетического материала от древних великих мастеров, чтобы иметь большую голову. Существовавшие в Древнем Египте мифы и легенды о богах специфическим образом повествовали о событиях и фараонах еще более древних времен, времен эпохи Махавишну. Поэтому египетские фараоны, подразумеваемые здесь, являются теми самыми египетскими богами, которым поклонялись в Древнем Египте, и не имеют отношения к фараонам, о которых говорится в вашей истории. После того, как великие мастера погибли, на Земле сформировалось 2 класса гуманоидов: духовная элита
состоящая из потомков великих мастеров, называемая Махавишну, с 15 единицами ДНК, и рабочий класс, известный как Бодхисаттва с 5000 ДНК. У Махавишну голова была вытянута, и в 3 раза больше, чем у Бодхисаттвы, что делало возможным сознательное понимание многих планов реальности, которые Бодхисаттва понять не мог. Такой уровень понимания использовался для сохранения мира на Земле и поддержания гармонии человеческой цивилизации. Термин Махавишну относится к плану Вишну. План Вишну является эфирным планом. Именно на этот план творения Творец некогда проецировал свое видение для человечества, до того времени, пока эти планы не были модифицированы и искажены ложным вмешательством ложных красных богов. Махавишну настраивался на план Вишну и осуществлял управление человеческой цивилизацией в соответствии с этим планом. Потомство великих мастеров продолжило существовать, но потеряло оригинальную цель, ради которой они когда-то были отобраны. Беззаконные души раздували свое сознание до уровня ложных богов, приводя своим вознесением к падению Земли и человечества. Это была эпоха Махавишну, эпоха правления красных и белых ложных богов. Некоторые лидеры эпохи Махавишну вошли в большое соперничество, чтобы еще раз уничтожить человеческую цивилизацию. На сей раз, ядерные взрывы были не столь разрушительными, как при уничтожении Веру-Ану. Около 150 тысяч лет назад правление Махавишну завершилось. Эра Махавишну завершилась ядерным катаклизмом, приблизительно 18 тысяч лет назад. 72 тысячи человеческих лет. Перед вышеупомянутым ядерным опустошением и за 16 тысяч лет до него, белые ложные боги вознамерились восстановить эпоху Вознесений и начать собственные ложные вознесения. Во времена эпохи Махавишну, в целях попыток вознесения были использованы пирамиды, оставленные от эпохи правления Ананук. Пирамиды были использованы для поддержания тех, у кого не хватало генетического материала для совершения вознесения. Египетские пирамиды использовались для постепенного повышения вибраций с целью вознесения. Благодаря удачному маневру против Синанды, белые ложные боги получили всю информацию о ложном вознесении, которая использовалась Синандой для собственного расширения. Белые ложные боги предпочли направить группы людей в пирамиды Древнего Египта и попытаться вознестись, основываясь на записях, полученных от Синанды. Махавишну, люди с большими головами, кто хранил в себе наследие оригинальных родословных великих мастеров, были вдохновлены воздвигать храмы Вознесения на физическом плане вблизи пирамид. Многие из таких людей были фараонами того времени, то есть Древнего Египта, существовавшего до эпохи Атлантиды. Подобно красным ложным вознесениям, энергетические поля людей в ходе ложных групповых вознесений объединялись, при отсутствии вознесения физической формы, воспламенялись и сгорали. В общей сложности, за 2000-летний период в пирамидах воспламенилось 160 фараонов. Вслед за ложным вознесением каждого фараона, их ученики и сторонники внезапно обнаруживали у себя тяжкое заболевание и массово умирали. Поскольку вознесения становились все более и более неполными, после которых оставались лежать отдельные части тела, доминирующая духовная элита, в конечном счете, поставила вознесение вне закона. Возгорание в ходе ложных неполных вознесений раздували белых ложных богов к более значительному доминированию над красными богами в то историческое время. Однако, мыслеформа сгорания еще раз привела человека к тому, чтобы выразить себя в применении ядерного оружия, что в конечном счете вылилось в ядерную войну, принесшую опустошение всей человеческой цивилизации на поверхности Земли. После данного периода, в человеческих реалиях у представителей наследственности великих мастеров произошла полная утрата оставшейся генетической структуры ближайшей к большой мозговой полости,
мозгу и мозговому стволу. Можно сказать, что представители такой наследственности были дезориентированы ложными богами в использовании информации, которую несли в себе в целях ложного вознесения. Именно в эпоху Махавишну потомки великих мастеров заключили бессознательные соглашения присоединения к планам вымирания, уничтожения человечества. Именно в ложных вознесениях белые боги получали доступ к генетической информации большеголовых фараонов, Махавишну, и изымали ее себе. В последовавших за последним ложным вознесением, в 6 поколениях, вся память ДНК Махавишну, которая требовалась для построения такого уровня сознания в человеческой форме, исчезла из всех человеческих генетических архивов. В ваших генетических архивах, которые мы начинаем раскрывать, содержится много дополнительных факторов, приведших к падению Махавишну. Первым фактором падения человеческого сознания в эпоху Махавишну является изъятие ложными богами жизненной энергии, генетического материала и информации о вознесении через массовую практику ложных вознесений и сгорания формы. Также, одним из факторов, способствовавших упадку человеческого сознания, состоит в непрерывной добыче золота плеядианцами, что удалило золотую октаву с матери Земли примерно 30 тысяч лет назад. Таким же фактором является изменение проекции планов сновидения, что внесло в ваши коллективные бессознательные планы разрушения, посредством того, что Махавишну настраивался на план Вишну и осуществлял управление человеческой цивилизацией в соответствии с планом белых ложных богов, а также красных ложных богов Вишну и Яхве, в соответствии с планами вымирания человечества. Дополнительный фактор состоит в соглашениях с двухмерным видом иллюминатов, по которым им передавалась необходимая для выживания их формы жизненная энергия. Подобная непрерывная откачка жизненной энергии создала благоприятную почву для падения вибраций человеческого вида. Согласно последним генетическим архивам, просмотренным Орденом Райзы, есть еще очень важных два фактора, повлиявших на упадок человеческого сознания в эру Махавишну, на которые мы хотим обратить ваше внимание. Одним из них являются архивы, показывающие, что 35 тысяч лет назад ложное правление Земли в эпоху Махавишну разрешило андромедианскому виду скрещиваться с человечеством. Андромедианцы – это андрогинный вид, имеющий энергетическую сигнатуру, отличавшуюся от той, которой обладало в то время человечество. Энергетическая сигнатура андромедианского вида представляет собой электрическую сакральную геометрию, две перевернутых пирамиды, Меркаба, в их поле, чакрах, молекулярной структуре и теле света. 40 тысяч лет назад энергетическая сигнатура человеческого вида представляла собой во всех его энергетических системах восьмерку, искаженную трехсферическую магнитную модель. Смешение этих двух энергетических сигнатур вызвало раскол энергетического потока в человеческой форме. Магнитно-энергетический поток в виде восьмерки плохо сочетается с острыми углами энергетического потока Меркабы. Когда от смешения генетического материала произошло потомство, возник раскол сознания, поскольку те области, которые содержат энергетический поток Меркабы, создали дыры в энергетическом потоке тех областей, где находился энергетический поток в форме восьмерки. Такое разрушение вызвало первый опыт боли, старения, смерти и болезни у гуманоидного вида на Земле в трехмерной форме. Разрыв между энергетическими сигнатурами создал пустоту, межпространство, или пространство, которое, находясь в человеческом поле ауры, не позволяло движению энергии внутри себя. Если можете, представьте, что до смешения этих двух энергетических сигнатур человеческий энергетический поток был целостным, полным и поэтому недоступным для атаки или проникновения тьмы.
Этот целостный и полный энергетический поток также вызывает ощущение целостности. От смешения двух несовместимых энергетических сигнатур возникла пустота, используя которую тень, или тьма, могла проникнуть в человеческое сознание. Эта пустота стала бессознательным планом реальности человеческого сознания. Когда бессознательный план реальности начал действовать, человечество перестало ощущать целостность и полноту и превратилось в объект манипуляций на бессознательном плане со стороны тени, или сил тьмы. Появилось ощущение расщепленности, подавленности, глубокой депрессии. Возлюбленный восходящий человек, очень многое раскрывается в связи с глобальным восхождением Земли, что в свою очередь приводит нас к передаче сообщений. Передаваемая информация затрагивает все вознесения Земли и каждого существующего вида, наряду с вашей Солнечной системой. Тао рассматривает Землю в качестве хранителя записей согласованной реальности. Каждая согласованная реальность в Тао проявлена с исключительной целью, и наша цель состоит в том, чтобы сохранить записи. В записях, недавно раскрытых в структуре почвы Земли, раскрылась информация не только по проблемам в вашем творении, но также по проблемам в Великом Центральном Солнце. Данные проблемы проливают свет на реалии разрушения и преобладавшие падения сознания, что в течение долгого времени служило причиной затухания 8 миллиардов творений, подобных Земле. Записи, собранные из вымерших творений, проявлены в виде умерших голограмм. В третьем измерении существует 8 миллиардов умерших голограмм от согласованных реальностей, таких, как Земля, пришедших к вымиранию. Угасание жизни в третьем измерении весьма отличается от угасания в более высоких измерениях, поскольку в более высоком измерении затухающая жизнь предусматривает свое продолжение в следующем нижестоящем по частоте измерении. Увы, как вы уже знаете, не существует измерения ниже третьего, которое могло бы поддерживать жизнь, поэтому вымирание в третьем измерении вызывает прекращение существования жизни. Что и произошло в 8 миллиардах творений к настоящему времени, и представляет собой весьма болезненный процесс, ибо душа отрекается и отходит от тела, а форма должна умереть от эпидемий, насылаемых бедствий и других неприятных причин. Кроме того, некоторые гуманоидные по природе формы жизни стараются поддерживать свое бытие вне вымирания, или переселяясь на другую трехмерную планету, или создавая космические корабли и пространственные города, которые поддерживают жизнь обособленно от любой согласованной реальности. Серые рептилии – примеры подобных гуманоидных форм жизни, поскольку их планеты в Альфе Центавра пришли к вымиранию в последнем эволюционном цикле в третьем измерении. Они продолжали преуспевать и разрастаться в связи с сооруженным масштабным пространственным механизмом, который окружает мертвые планеты в Альфе Центавра. Возможно, такое же будущее ожидало бы и человечество на Земле, если бы не цикл грядущего вознесения. Подобные гуманоидные формы живут в огромной боли, но изо всех сил пытаются продлевать свое выживание. Почему? Солнце в Альфе Центавра в настоящее время идет к затуханию и истощается в количестве жизненной энергии, которую оно может обеспечить. Данное положение дел со временем вынуждает такие гуманоидные формы перемещаться к другому творению. Земля была для них потенциальным пространством переселения, и, возможно, если бы нам предстояло идти к вымиранию, это как раз и произошло бы, а люди были бы порабощены рептилиями и серыми. На корабле серых и рептилий уже имеются выращенные ими люди, которые живут в Альфе Центавра в качестве рабов, поэтому такой разворот событий вылился бы в то, что реалии хозяин-раб продолжились бы вечно. Однако сейчас, благодаря восхождению Земли, серые рептилии отводятся от окружающего Землю четырехмерного потока энергии, поскольку им делается весьма не по себе из-за нарастающего магнетизма, который начинает преобладать. Фактор магнетизма убивает яйца рептилий,
которые выводились в четырехмерном энергетическом потоке Земли на сотни тысяч лет, рептилии были вынуждены собрать яйца, ибо те умирают из-за недостатка поддерживающего их адекватного электрического потока. Для Земли это было большим облегчением, поскольку и без того присутствует достаточно много других паразитов нефизической природы, которые кормились от нее на убой, не говоря уже о паразитах физических, таких как рептилии серые. После ядерного опустошения Ану, оставшиеся на поверхности Земли люди вошли в упадок, начав поедать плоть, чтобы выжить. По прошествии немалого времени Земля восстановилась, и люди на поверхности перешли обратно в природу, возобновив у себя чисто вегетарианский режим питания, ибо вновь имелось достаточно, чтобы обеспечить себя всем необходимым. На протяжении 4000 лет назад, 16 тысяч человеческих лет назад, люди на поверхности Земли жили в мире, подобно древним красным отобранным народам. Они собирали необходимую для жизни растительность, со временем вспоминались и восстанавливались методы ведения сельского хозяйства. Технология не развивалась до тех пор, пока визит из смежного творения гуманоидов, известных как серые рептилии, не помог вернуть в человеческие реалии радиоактивную технологию. Рептилии были заинтересованы увековечиванием собственного вида, когда покидали свое умирающее творение Альфа Центавра. В эпоху Махавишну, Будда и Шива создали соглашение о межродовом скрещивании их коренных рас с рептилоидными расами Альфа Центавра. Они сделали это в обмен на информацию, которая была ими утрачена в последнем вознесении. В сделке людям предоставлялась физическая технология, которую они уже давно забыли и утратили. Рептилии интенсивно скрещивались с некоторыми красными племенами, и в частности, с монгольскими и тибетскими народами. Результирующими стали китайская и японская расы, какими вы знаете их в настоящее время. Азиатский народ – это потомки рептилий и людей красных народов, главным образом тибетского и монгольского происхождения, которые скрестились. Данное историческое событие ясно раскрылось в ходе восхождения небольшого количества людей к уровню Махавишну, которые имеют тибетскую и монгольскую наследственность коренной расы. Рептилии интенсивно шли на смешение с человечеством 15 тысяч-18 тысяч лет назад, 60 тысяч, 72 тысячи человеческих лет назад, и главным образом в регионах, известных сегодня как Китай, Япония, Корея и Тибет. Межродовое скрещивание привело к тем видам людей, которые известны сегодня как китайские, тайские, японско-корейские и филиппинские народы. Все были когда-то родственны, но затем смешались с 4 различными ДНК от 4 рас рептилий, производящих различный тип азиатского человека. Рептилии стремились выяснить, какое потомство лучше всего уживется в биосфере Земли на случай, если когда-нибудь им придется сюда переместиться. В действительности, уцелели все и продолжили существование, но зачастую пребывая в конфликте друг с другом, или с белыми народами Запада. Вскоре появилась соответствующая техническая и теоретическая база, и началось конструирование устройств, аналогичных современной технологии, включая телевизоры, средства информации, радио, автомобили и компьютеры. Подобная технология использовалась во времена эры Ану, но далеко не всеми рабами. Во времена Анны такую аппаратуру предоставляли только рабам, которые выделились и заработали большую популярность. Такие условия приводили остальных рабов в большую зависть к известностям и порождали желание обрести подобную технологию для себя. В течение эры Махавишну данная греза рабов была реализована. Не отличающаяся от технологии человеческой цивилизации настоящего времени, таковая стала доступной всем, кто мог себе ее позволить. Главным образом, такая цивилизация преобладала в регионах, связанных с Грецией и Европой, а также с находящейся сейчас под Атлантическим океаном землей,
где продолжали проживать народы рабов Ану. Рептилии не хотели оставаться на Земле, главным образом из-за того, что поток энергии был для них слишком нерезонансным и причинял им разрушение. Многие люди думают, что рептилии посещают Землю в наше время. Это неверно. Рептилии удалились, прежде чем закончилась эра Махавишну. В настоящее время, большинство эпизодов, связанных с рептилиями, происходят в одном из двух случаев: либо из-за временных разрывов, в которых контактер переносится в более древнее прошлое на 60 тысяч 74 тысячи человеческих лет назад, либо из-за считывания информации эфирного уровня. В эфирных планах существуют разные уровни информации, и некоторые из них остались в человеческой грезе еще со времени, когда рептилии впервые смешивались с человечеством. Иногда, в настоящее время одаренные ясновидящие вновь переживают подобный наследственный опыт. Жесткое, негибкое мышление некоторых восточных народов в большей степени есть результат рептильной мыслеформы, которая электрическая, и мало чем отличается от плеядианской мыслеформы, которая управляет западным и белым человечеством. Рептильная мыслеформа создает жесткий настрой и направленность энергетического потока, который ограничивает человеческую форму в сильной сжимающей в тиски механизации. Представители китайской и филиппинской наследственности в наименьшей степени подвержены такой проблеме. Другие народы, такие как тайские, японские или корейские, являются мелкими и худощавыми по телосложению вследствие непрекращающегося давления данной механизации на физический план. Механизация заставляет большую часть жизненной энергии, которую генерируют перечисленные азиатские народы, транспортироваться в Альфу Центавра, чтобы за счет нее поддерживать рептилий в настоящее время. Из такого рода механизации можно начать понемногу выходить, только восходя к уровню 15 тысяч единиц ДНК, однако, некоторые народы так сильно эксплуатируются для сбора жизненной энергии, что, скорее всего, им никогда не удастся достичь этого уровня, и тем самым нарушить соглашение, свойственное их ДНК. Здесь кроется большая проблема, и мы осознаем, что по этой причине небольшая часть восточного вознесения должна продвигаться представителями филиппинского или китайского происхождения вместе с народами Индии и Тибета,